Привет, народ! И сегодня мы поговорим о криптовалютной бирже, что происходит у нас на данный момент, потому что, как вы знаете, вчера ночью была пролита чья-то кровь, и у нас все красное, все полетело вниз, какие-то монеты упали на 5, 10, 15%, какие-то на 20-30, какие-то и еще ниже. Вот. И сегодня мы обсудим эту тему вообще, что произошло, какие причины и как это отразилось на тех токенах, которые у нас раздаются в тапалках, в телеграм-ботах. И как нужно нам поступать дальше, и как это повлияет на будущее немножечко. Итак, биткоин у нас клюнул носом, своим красным носом очень-очень глубоко. В пике ночью доходила у него цена, ну, по крайней мере, на бирже Bybit вот до пределов 91 тысячи, чуть больше. И следом за биткоином у нас посыпалось все. Наш злополучный тон спускался до отметки 2.9 доллара, 2 доллара 90 центов по своей позиции. И это довольно-таки большая просадка, смотря если брать от каких пределов. То есть, ну, теоретически она на дневной свече у нас спустилась чуть ли не на 27% от верхнего пика, да, если я не ошибаюсь, да даже чуть поболее. Да, около 28%, то есть была эта просадка. Что это повлекло? Здесь у нас вот как раз тон остановился на вот этом уровне проторговки. Возможно, ниже он уже не пойдет носиком, как у нас клюнул. Но если все-таки пойдет, то удачи здесь не видать, это 2 доллара. Плюс на это действуют еще разлоки нашего злополучного тона. Инвестора, ну я не думаю, что они по этой цене будут сливать, они скорее всего будут ждать цену повыше где-то здесь, может в пределах 5-7 долларов. Так что есть пока надежда, что по такой дешевой цене они не будут укатывать этот токен дальше, тон. Тон, соответственно, за собой потянул у нас все токены проектов, которые выходили. Кэти у нас как бы и так переживала не лучшие дни. А сейчас у них идет airdrop pass, и с каждым днем этот airdrop pass становится все дешевле и дешевле. У меня уже количество монет и вложенных денег сравнялось по нулям. То есть я в среднем держу около 1000 монет в airdrop pass. Ну, приблизительно у меня каждый день в районе 1000 монет на получение. И с каждым днем они все дешевле и дешевле становятся. Очень-очень печально. Токен Кэти у нас провалился одномоментно до точки вот почти 11 центов. Сейчас он немного отрос до 14 центов, но свои вот эти уровни поддержки в районе 26 центов он пробил напрочь Кэти и закрепился там. То есть сейчас у нас ближайшее, что мы можем ждать, это ну вот в районе, наверное, выхода листинга. Это будет у нас 1,5 цента. Это печально, очень печально, весьма. И не знаю, стоит ли продолжать дальше airdrop pass, в airdrop pass вкидывать деньги. Но опять же, вкидываются деньги не в airdrop pass, вкидываются в бомбе деньги, которые на airdrop pass как бы учитываются. Идем далее, у нас монетка Hamster. Hamster, по крайней мере, держала вот этот свой уровень поддержки очень хорошо в 23 цента. Но благополучная ночь привела к тому, что Hamster Combat у нас теперь стоит, ну, извините, точнее, не 26 центов, а 2,26. Вот. Вот этот уровень он пробил, и теперь торгуется 2,016. И тоже пока удачи не видать. Единственное, что мы можем ожидать, это какой-то уровень поддержки в районе 3,098, 2,01. Маркетмейкер, я тоже гляжу, неохотно хочет откупать эти позиции. Наверное, знает что-то, что токен польется и еще ниже. Можно будет купить еще подешевле. Далее у нас идет монетка Мажор, которая тоже выходила и которая тоже вот у нас укатывается. Пампа еще как такового не было. И будет ли он из такого дна, теоретически пампануть очень проблематично. То есть сейчас цена вот в районе 17 центов. От своего пика, своего в районе там, скольки он у нас был? 1,5 долларов, да, доходил на листинге, пик у него. Это весьма печально. Грубо говоря, вот про торговцы второго дня 1 доллар 22 цента. Кто люди мог выйти, но думал и ожидал пампа, то просадка уже у нас произошла в районе 86% катали токен. То есть теоретически теперь, чтобы хотя бы выйти вот в это нулевое, вам нужно
вот такое вот количество процентов. Если вы посмотрите, то сейчас в теории токен должен подняться на 652%. То есть 6,5 иксов он даст, и вы выйдете в тот ноль, в который могли выйти ранее. То есть даже если будет памп, то это будет просто выход на ту же точку, где он и торговался. Соответственно, я думаю, пампить его уже бессмысленно будет, только если какие-нибудь вот такие районы, там 80 центов $1. Так что можно про токен мажор, мне кажется, уже тоже забыть. Идем далее. И последний у нас на Байбите, по крайней мере, это у нас токен X от разработчиков X-Empire. Куда делся график? И X-Empire, так как памп уже был, Соколовский, скорее всего, вот на этих вершинках у нас вышел и довольный. Больше пампов, мне кажется, не будет. Будущего у монеты тоже никакого нет. Сейчас он будет укатываться дальше. Единственное, здесь есть вот этот вот уровень поддержки. Там сколько? 4.033. Но мне кажется, легко он его пробьет. И все. Удачи не видать. Те, кто не вышел вот здесь хотя бы на вот этих вот вершинах, да, чтобы им туда запампить, нужно 650%, 6,5 иксов. Я думаю, делать они этого не будут. Они уже вот тут вышли, возможно, еще немножечко тут. Так что тот, кто держит, смотрите сами по ситуации. Но мне кажется, теоретически удачи тоже не видать. За эти 3 дня крови, которые мы видели по биткоину, следом за ним повторял весь рынок, проливался почти весь рынок. Вот монета X-Empire на данный момент тоже укаталась в 38%. Все очень печально. И еще у нас есть тут один гражданин, получается. Сейчас перейдем на дневной график. Это PX токен от разработчиков NodePixel, который и так как бы не очень залистился на DEX бирже и продолжает потихонечку падать и падать и падать. Цена токена уже составляет, благодаря 3-дневной крови у нас, почти 13 центов, 12 с чем-то центов. И перспективы, возможно, есть. Возможно, памп до той вот цены, в которую он, в принципе, закончил день на листинге, это в 60 центов. Но чтобы ему туда добраться, ему нужен памп как минимум на 370%. 370%, чтобы люди смогли выйти хотя бы там, где они не успели выйти, не успели заклеймить и потеряли то упущенное время, и вот уже на этих местах по 23 цента никто не хотел продавать. Даже хотя бы дойти до этого уровня в 23 цента нам сейчас от нынешних позиций это нужно как минимум 88% роста. Но 88% роста только при шикарном исходе, булране, альт-сезоне. Но пока у нас доминация по биткоину очень большая, и альт-сезона пока ожидать не следует. Тем более рынок не располагает. Что привело ко всему этому? В данном ролике я не буду даже обвинять Тон, потому что Тон тут уже ни при чем. Причем тут у нас президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп, который внес свои коррективы в экономику мира, введя пошлины против Канады, против Мексики и против Китая. Китай, в свою очередь, ввел ответные пошлины против США, и все покатилось. Вы сами понимаете, куда. Все печально. Пока просветлений не видать. И мне кажется, каждый такие слова Дональда Трампа будут укатывать вот так у нас рынок. Что вы думаете по этому поводу? Я считаю, что биткоину не дадут сейчас упасть ниже 90 тысяч. Может быть, там будут какие-то у нас попытки пробить там до 80 с чем-то тысяч. Но его откупят ниже 90 тысяч, мне кажется, не дадут ему упасть. И это было бы замечательно. Если мы вот здесь посмотрим, то его уже сколько раз от этой позиции вот в 90 тысяч откупали очень мощно. Здесь на просадке он даже пошел вверх. И здесь он пробил до 89 там с чем-то тысяч, его все равно откупили очень мощно. И здесь он, подходя к уровню этому 90, его опять здесь потихонечку откупили. Так что есть шанс, что биткоин все-таки выдержит этот уровень поддержки в районе 90 тысяч. Если мы его обведем в надежде, что он вот этот вот уровень у нас поддержки все-таки не пробьет, за ним закрепится, и мы пойдем более-менее хотя бы, может быть, в боковичке в каком-то, чтобы ниже нам не укатываться.
Ну и будем ждать, когда все-таки биток уйдет куда-нибудь далеко, ликвидность с него начнет выходить, доминация начнет падать, и мы увидим все-таки долгожданный альтсезон. Будет очень печально, если у нас пойдет по какому-то, возможно, вот такому вот сценарию. Будет весьма-весьма печально. Что вы думаете по поводу этого? Потому что к чему я это все вел, будущее тапалок зависит вот от этого всего рынка. Ближайший листинг это у нас токен УЗУ. И вот на таком красном рынке выходить на листинг весьма неудачная идея. Им нужен хороший растущий рынок с жадностью хотя бы в 75-80, чтобы токены нормально росли, ликвидность перетекала в альту, в щиткоины, в мемы, и тогда можно выходить спокойно на листинг. А так очень-очень опасно. Пишите в комментариях, что вы думаете. Я вам не буду давать никаких финансовых рекомендаций по поводу откупания дна, заход какие-то позиции, потому что я сам сейчас нахожусь в фьючерной сделки и печально кое-как смог выбраться из этого кровавого дна, не ликвидировавшись. Так что не буду вам давать никаких финансовых советов. Принимайте решения на холодную голову после хорошего технического анализа. А я с вами прощаюсь. Всем пока, народ.